Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Я рада всех приветствовать. В данном видеоуроке я хотела бы вам рассказать, как создать вот такой интересный узор. Он одинаковый с двух сторон получается, вяжется поворотными рядами. А для этого узора нам будет необходимо набрать нечетное количество петель. Вязать я его буду сегодня из полиэфирного шнура 3 мм и крючком номер 4. В принципе, можно данный узор вязать из любого материала. Данный узор получается достаточно плотный. Мне кажется, он отлично подойдет для сумок, а также, например, для клапанов, для рюкзаков. Очень такой будет интересный вариант. Ну что, давайте приступать. Вязание данного узора мы с вами начинаем с набора цепочки из воздушных петель. Делается она очень просто. Мы берем с вами кончик, накидываем, получается, ее на рабочую ниточку, делаем вот такую своеобразную петельку, кончик сверху, и крючком ныряем снизу в эту петельку, перехватываем ниточку, и вот такая у нас петелька образовалась на крючке. И теперь мы хватаем рабочую нить и протаскиваем через эту петельку рабочую нить. Это получилась наша первая петелька воздушная, и таких я для образца наберу 15 петель. 2, 3, 4, 5, Итак, я набрала 15 петель, делаю еще одну петельку подъема, и сейчас буду обвязывать наши петельки, наши косички. Итак, получается, мы начинаем вязание, пропуская первую, и ныряем во вторую петлю от крючка. Ныряем просто в серединку за дальнюю дужку косички, вытягиваем ниточку и провязываем обычный столбик без накида. Далее делаем воздушную петельку. Здесь в цепочке пропускаем одну и ныряем в следующую, то есть через одну. Также ныряем, хватаем ниточку и провязываем обычный столбик. Далее опять делаем воздушную петельку, пропускаем здесь одну и ныряем в следующую. Провязываем обычный столбик. Опять делаем воздушную петельку, пропускаем здесь одну и ныряем в следующий столбик. И так идем с вами до конца нашей цепочки из воздушных петель. Итак, я провязала последнюю петельку, она закончилась столбиком обычным без накида. Теперь мы делаем петлю подъема и разворачиваем с вами вязание. Каждый наш ряд будет начинаться и заканчиваться с обычного столбика без накида. Итак, вязать мы, получается, будем с вами чередованием, и начинаем с столбика без накида и ныряем, получается, с вами под воздушную петельку, то есть прям под арочку, которая у нас образовалась за счет воздушной петельки. Такая приличное отверстие здесь получается. Мы с вами прям туда ныряем, вытягиваем ножки столбика, делаем такие их немножко подлинней и провязываем обычный столбик. Далее делаем с вами, получается, воздушную петельку, и далее переходим к следующей воздушной петельке предыдущего ряда и в нее прям ныряем, то есть прям под саму петельку воздушную, прям в арочку. Также вытягиваем ниточку и провязываем обычный столбик. Далее делаем опять воздушную петельку и переходим к следующей. Также ныряем в арочку, вытягиваем и провязываем обычный столбик. Опять воздушная петелька и доходим до следующей арки. То есть получается, здесь был столбик, мы его пропускаем, а вяжем теперь столбик над воздушной петелькой. То есть они идут в шахматном порядке относительно друг друга в каждом ряду. Не забывайте, главное делать воздушные петельки. Итак, мы идем с вами до конца ряда, и там с вами увидимся. Итак, мне, получается, осталось провязать столбик. Вот она, это прям последняя уже наша воздушная петелька предыдущего ряда. Мы в нее ныряем, провязываем, получается, столбик. Далее делаем воздушную петельку. И последний столбик мне нужно будет провязать в петельку подъема. Вот здесь у нее, получается, есть две дужки косички, то есть я под них прям ныряю и провязываю столбик
без накида. Это чтобы наш край у полотна был достаточно ровным. Теперь делаю петельку подъема и разворачиваю наше вязание. И получается, в этом ряду мы будем идти точно так же, чередуя воздушную петельку, да, и столбик без накида. И напоминаю, каждый ряд начинается и заканчивается обычным столбиком без накида. То есть мы сделали сейчас с вами подъем и сразу смотрим, вот у нас с вами отверстие под воздушной петелькой. Мы с вами сюда ныряем, вытягиваем, получается, ножки столбика и провязываем петельку. Далее делаем петельку воздушную и переходим к следующей воздушной петельке. Также ныряем, вытягиваем и провязываем. Делаем воздушную петельку и идем к следующей петле. Провязываем столбик, воздушная петелька, столбик. И так мы идем с вами до конца края, и там с вами увидимся. Итак, я провязала столбик, сделала воздушную петельку, и теперь последний столбик в этом ряду и в последующих рядах мы будем с вами провязывать не просто за 2 дужки, косички, которые у нас воздушная петелька, а чуть глубже, прям под вот эту перемычку, сюда под ножки столбиков, прям насквозь продеваем нашу воздушную петельку подъема, которая у нас была в предыдущем ряду. Вытягиваем ниточку и провязываем наш столбик, чтобы край был максимально ровным. Итак, теперь опять делаем петельку подъема и разворачиваем наше вязание. И так продолжаем опять чередование. Начинается у нас ряд со столбика, провязываем, далее воздушная петелька, далее опять столбик и опять воздушная петелька. И так мы с вами идем до конца ряда. Итак, мне опять остался последний столбик. Напоминаю, что ряд мы заканчиваем с вами, провязывая прям как можно глубже в петельку подъема. То есть не здесь прям с краешку, а ныряя прям насквозь под вот эту перемычку. Вот так. И провязываем столбик, делаем петельку подъема и разворачиваем наше полотно. И так далее мы, получается, вяжем нужное количество вам рядов, чередуя столбик обычный, воздушная петелька, столбик обычный, воздушная петелька. И заканчиваем обычным столбиком. То есть получается у нас чередование как в шахматах. Над столбиком у нас воздушная петля, над воздушной петелькой у нас идет столбик. И так далее вяжем самостоятельно нужное вам количество рядов. Вот такой узор у меня получился. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите. Всем все подскажу. Если было данное видео для вас полезным, обязательно ставьте ваши лайки. И не забывайте, конечно, подписываться на мой канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все и пока-пока!